Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 7 декабря. Поговорим о народном празднике, также что сегодня за День Святой Екатерины. Почему именно в этот день нельзя это делать в доме, иначе вы можете лишиться достатка и благополучия. Также обязательно вы можете сегодня заговорить монету от воровства. Ну и также уделим немножко внимания лунному календарю. Поэтому более подробно далее в этом видео просмотрите, пожалуйста. Очень много важной и полезной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, народный календарь на 7 декабря. 7 декабря отмечают в народе День Катерины Санницы. А вот согласно церковному календарю сегодня вспоминают святую Екатерину Александрийскую. И традиционно 7 декабря, в день Екатерины Санницы или в Катеринин день, совершались первые катания на санях. Сани красили в яркие цвета или сусальным золотом золотили. Богатые же семьи украшали их медвежьим или волчьим мехом. Сначала туда сажали молодоженов, которые заключили брак осенью. Для молодухи это был первый выход после свадьбы, на который ее отправляли свекры. Они просили провожатых присмотреть за ней. Девушка, выезжая со двора, должна была поклониться всем соседям на все стороны, а за санями новоиспеченных супругов ехал целый кортеж, состоящий из саней, в котором сидели родные и близкие. Когда молодежь возвращалась, родители мужа клали на порог дома овечий тулуп, вывернутый наизнанку, на который должна была ступить невестка. Такой обряд проводили для того, чтобы очистить девицу от злого глаза и проказ нечисти. Устраивали в день Екатерины Санницы гонки на санях на интерес или, как вариант, на спор. Те, у кого водились деньги, делали и немалые ставки. Среди детворы было свое поощрение. Победителю санных гонок его проигравший вез в гору. 7 декабря считался и началом зимнего извоза, поэтому торговцы занимались подготовкой товара, с которым отправлялись в дальний путь. На Екатерину Санницу парни признавались особым образом понравившейся девушке в своей симпатии. Приглашали ее покататься в санях, а окружающие наблюдали, кто чаще всего кому садится в сани, чтобы после сделать выводы о предстоящих браках. На этот праздник девочкам, рожденным 7 декабря, крестные мамы и бабушки слали подарок – санки с куклами. Дело в том, что святая Екатерина покровительствовала невестам и браку, а также беременным и роженицам. Поэтому в этот день девушки просили помощи у святой в поиске достойного супруга. Парни молились, чтобы она уберегла от злобной жены, а женщины о счастливой семье, легких родах и спокойной беременности. К полудню накатавшиеся на санях, а кто победнее на досках, шли пировать в богатые дома, где столы ломились от вкусной выпечки. Деткам давали сладости и дарили саночки. Девушки на Екатерину Санницу обычно гадали на суженого, узнавали ли есть ли у него другая и привораживали парней. На Екатерину девушки, мечтающие о замужестве, сажали в катки молодые ветви вишни. И если веточка расцветет к Новому году или к Рождеству Христову, то это говорило о том, что в следующем году ее хозяйка пойдет под венец. Также ветки вишни девушки ставили в воду. Чья расцветет первой, та и замуж скорее выйдет.
Рожденные в этот день любили пожаловаться. У них, как правило, было слабое здоровье. Они обладают веселым и легким нравом, умеют радоваться жизни и находить позитивные моменты даже в неудачах. А в качестве талисмана им подходит оникс. Этот камень вдохновляет в делах, придает душевное равновесие и уверенность в себе. А вот народные поверья предупреждают, что 7 декабря, в день Екатерины Санницы, нельзя было делать ремонт обуви, поскольку, согласно народным приметам, она очень скоро порвется. Кроме того, 7 декабря не рекомендуется надевать новую обувку замужним женщинам, иначе муж начнет изменять. Не стоило в день Екатерины Санницы много передвигаться на транспорте. Исключение делалось только саням, которые с этого дня для наших предков становились основным средством передвижения. На Руси даже была традиция 7 декабря устраивать катание на санях. На передние садились молодожены, которые ехали к свекрам, а за ними уже следовали все остальные. И такая езда сопровождалась песнями, плясками и громким смехом. В современном мире мало кто может себе позволить кататься на санях, однако, чтобы не нарушить традицию, в течение дня Катерины Санницы надо постараться больше ходить. По возможности нужно прокатиться на санках с горки во дворе, чтобы избавиться от тяжелых мыслей. И тогда по народной примете зима будет удачной и полной приятных сюрпризов. Нельзя было и 7 декабря родителям дарить санки своим деткам. Именно сегодня это должны сделать бабушки, дедушки или крестные. Тогда подарок прослужит верой и правдой долгие годы и даря детишкам радость и счастье. В день Катерины Санницы не стоило и мести пол, так как можно вымести из дома и достаток, и благополучие. Пылесосить тоже не рекомендуется. Лучше, если вы уборку своего дома или квартиры перенесете на другое время. Также 7 декабря незамужним девушкам нельзя было ни с кем ссориться и злиться, поскольку негативная энергия привлечет к себе нечистую силу, которая помешает достижению успеха как в любви, так в учебе и в работе. Сегодняшний день нужно провести в мирном и хорошем расположении духа. Тогда святая мученица Екатерина Александрийская подарит скорую встречу с вашей второй половинкой. Нельзя было 7 декабря стирать вещи руками, так как можно было подхватить плохие мысли, которые посещали тех, кто носил эту одежду. В день Катерины Санницы лучше постирать грязное белье в стиральной машине. Тогда вода весь смоет негатив, который скопился на вещах. А вот замужним женщинам в этот день ни в коем случае нельзя было ни с кем ссориться и злиться. Негатив только притянет к себе нечистую силу, которая помешает в любви, учебе и в работе. И сегодня наши предки проводили ритуал от воровства денег. Для проведения этого ритуала вам понадобится какая-нибудь старая монета. Если у вас такой монеты дома нет, то вы можете без труда найдете на любом сайте объявлений. Далее берем нашу монетку, проводим монетой по кошельку и затем говорим следующие слова. «Как ты, старая денежка, всегда будешь при мне, так и мой кошель не будет при воре». И отныне ваша старая монета всегда должна находиться в кошельке. Если вы потеряете монету, то знайте, что вместе с ней уйдет и ваше финансовое благополучие. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь уже на 7 декабря 2021 года. Сегодня нас с вами ожидает 3-4 лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Водолей.
Сегодня многие по непонятным причинам будут терять покой, сон и аппетит. Внешне ничего не происходит, но внутри человека нарастает тревога. И это связано с двойственностью этого дня. Луна заставляет человека делать серьезный выбор между светлым добром и темным злом. Во-первых, в этот день многим людям приходится принимать очень серьезные, порой даже судьбоносные решения, которые требуют ответственности. Причем многие решения будут представлять собой мучительный выбор между совестью и личной выгодой. Немногие способны в этот день пойти дорогой правды и справедливости. Во-вторых, в памяти человека оживает какое-то прошлое, но это не светлое прошлое с приятными воспоминаниями, а все те поступки, которые были совершены неправильно или те, которые неприятным пятном лежат на совести. Они вновь будут терзать человека и не давать ему покоя. И сегодня такой период, который дает нам возможность увеличить свое присутствие в мире, передать кому-то свои знания, получить или оставить хорошее наследство. Особое внимание можно уделять различным заведениям, клубам, благотворительным организациям, открытию чего-то нового как в жизни, так и для дружбы. Рутинная работа будет плохо сегодня ладиться. Решения для обыденных проблем будут даваться трудно. Нужно больше времени отдавать новому, необычному и интересному. Будет полезным, если вы будете стараться ориентироваться на свое будущее, но желательно реально давать оценку вашим возможностям и шансам. Не давайте брать верх воображению. У вас появится время обдумать все, прежде чем что-то высказать. Планета в таком знаке приносит различные сюрпризы, неожиданности и встречи с разными людьми. Особенно происходит повышение вероятности поломок электрооборудования, бытовой техники и сбоев связи. Попробуйте сегодня уделить внимание хорошим вкусам и ароматам, макияжу. Поднимайте свое настроение только сегодня. Сегодня идеальный день для ведения повседневных дел. Проведите его спокойно, не спеша занимайтесь текущими делами. Работайте с информацией, приведите в порядок бумаги. Включайте сегодня мудрость и осторожность. Не принимайте скоропалительных решений. Всеми силами избегайте встречи со злом. День эффективен для поиска пропавших вещей и людей. Хороший день для торговли, а вот плохой для путешествий. Любая деятельность должна быть сегодня в обязательном порядке продумана. Стрижку лучше сегодня не делать, иначе она нарушит задуманные деловые и личные планы. Никакие манипуляции с прической не принесут вам сегодня удовлетворения. Стрижки будут неудачными, а ламинирование может испортить волосы и даже проредить их. Даже от оздоровительных масок вы не добьетесь должного эффекта и только потратите свое время. Откажитесь от похода в парикмахерскую и особенно от каких-либо импульсивных действий по изменению внешности. Пренебрегая данными рекомендациями, вы рискуете испортить себе настроение на целый день и, что еще хуже, подвергнуть опасности свое психологическое и физическое здоровье. Окраска волос – это окраска натуральными красителями, которая укрепит карьеру и материальную базу. Что же касательно прически, то приток новых сил придавит вам простая повседневная прическа. Энергетический обмен прибавляет вам скорость, и вы сами похожи на мощный передатчик идей в окружающее пространство. Расчесанные утром волосы сваляйте в шарик, затем сожгите на свечке белого цвета, приговаривая следующие слова. Что упало, то ушло, позабылось, на новое сменилось. Пепел разотрите между пальцами левой руки и 3 раза плюньте через левое плечо. Сегодня, 7 декабря, противопоказана групповая работа. Присутствующая негативная энергия может привести к конфликту и столкновению. Проявите заботливое отношение к природе. Не рекомендуется сегодня рвать цветы и рубить деревья. Друзья, вот такой у нас с вами лунный календарь на 7 декабря 2021 года.